Всем привет! Продолжаю обзор районов Нови-Сада. Благодарю вас, мои подписчики, за ваши комментарии и лайки. Сегодня я расскажу про район Детелинара, Лиман и Старый город. Смотрите видео до конца, у меня сегодня гости. А начну я со Старого города, также известный как Центр, является центральной и самой старой частью Нови-Сада. Он был основан в 1694 году под названием Радска-Вараш или Петровородинский Шанац. В этой части расположены все важные политические и общественные учреждения. Также большинство культурных заведений находится в Старом городе. Историческим центром города является Площадь Свободы. В основном это пешеходная зона. Здесь расположен католический собор. Кто еще не смотрел видео про соборы, переходите по ссылке. Ратуша, Сербский национальный театр, городская библиотека. Также в центре есть большое количество кафе и ресторанов. В другой части района находится торговый центр Променада и Спенс. Спенс – это спортивно-деловой центр, построенный в 1981 году к 36-му чемпионату мира по настольному теннису. В Спенсе есть скрытый бассейн, каток и концертный зал. Здесь проводится большое количество спортивных и культурных мероприятий. Это символ архитектуры той эпохи и одно из самых узнаваемых зданий Нови-Сада. Лет 10 назад это был популярный торговый центр, до строительства новых, более крупных торговых центров, как Биг и Променада. Здесь же рядом находится стадион Караджорджи. Он был построен в 1924 году, и с тех пор здесь проводят свои матчи футболисты Воеводины. Дунавский парк считается самым красивым парком в Нови-Саде. Назван в честь Дуная. Он известен своим небольшим озером, в котором годами жили два лебедя – Иса и Биса, символы города Нови-Сад. Кстати, кто уже посмотрел первую часть видео про районы города Нови-Сад, смог увидеть эту парочку на пляже Шодраш в районе Терек. А кто еще не смотрел, обязательно посмотрите. Бановина – это правительственное здание и собрание автономного края Воеводина, более известное среди жителей Нови-Сада как Бановина или Банска палата. Является одним из самых красивых зданий архитектуры 20 века в Сербии. Здание расположено на бульваре Михаила Пупина в центре города. Оно было построено в 30-х годах. Жители Нови-Сада часто называют его белым крейсером из-за специфической подковообразной формы. Район вокруг Бановины является самой элитной частью города, где живут самые богатые горожане. На территории центра находится один детский сад, одна начальная школа, 3 гимназии и средняя экономическая школа. Стоимость квадратного метра жилой площади составляет от 3000 евро за квадратный метр.
конце бульвара Михаила Пупина находится отель «Пупин», который был открыт в июне 2020 года и имеет категорию 5 звезд. В отеле есть 2 ресторана высокого класса. А справа от отеля расположено 12-этажное здание почты, которое было построено в 1963 году и стало первым небоскребом Нови Сада. В центре находится и одно из самых некрасивых зданий, по мнению многих жителей города. Это здание гостиницы «Центр», которое называют радиатором из-за своего уникального вида. Переносимся в район Лиман. Происхождение слова «лиман» древнегреческое, в переводе означает «залив» или «гавань». Раньше в Нови Саде был Малый и Великий Лиман. Малый Лиман располагался в районе сегодняшнего центра города, а Великий Лиман в районе сегодняшнего Лимана. До конца Второй мировой войны Лиман представлял собой заболоченную местность. Сам квартал состоит из 4 частей, и первым в период 1920-50-х годах было начато строительство квартала Лиман-1. Строительство новых многоэтажных домов Лимана началось в начале 1960-х годах, и поселок продолжал строиться в несколько этапов, хронологически Лиман-2, 3, 4. Также планировалось строительство Лимана-5, но до сегодняшнего дня этот план не реализован. Район очень популярен среди жителей города из-за близости к центру и Дунаю. Лиман является местом проведения многочисленных фестивалей и культурных мероприятий. Благодаря запланированному строительству район очень благоустроен для проживания. Там много зелени, детских площадок и достаточно парковочных мест. В Лимане есть 2 начальные школы и 3 детских сада. Цены на недвижимость начинаются от 2 до 3 тысяч евро за квадратный метр.
Лимане находится студенческий городок университета Нови Сад с различными факультетами и студенческими общежитиями. Есть также большое количество мест для отдыха и развлечений. Китайский квартал – это бывшая промышленная зона города, которую начали строить после Первой мировой войны. А китайским кварталом его назвали потому, что кто-то пошутил, что там много рабочих, как китайцев. В 70-х годах прошлого века из Лимана началась эмиграция промышленности, и с тех пор китайский квартал превратился в полуразрушенную и запущенную часть города. И тогда нескольким энтузиастам удалось спасти это наследие от уничтожения и превратить его в новый креативный район. Китайский квартал стал стержнем проекта Нови Сад – культурная столица Европы. Пока я иду на пляж, поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. На пляже есть вот такие помещения, это что-то вроде кладовых. Там жители города хранят свои вещи, возможно, и купальные принадлежности. Не знаю, в собственности они или в аренде. Пляж был открыт в 1911 году. Его название происходит от немецкого «штранд», что означает «пляж». Причиной происхождения этого названия является большое количество немцев, которые жили в городе Нови Сад во времена открытия пляжа. Переносимся в Детелинару. Сама Детелинара состоит из двух частей, старой и новой. Старая Детелинара находится северно от улицы Корнелия Станковича, а новая южно от этой улицы. Мне повезло, моя знакомая, которая проживает здесь, согласилась рассказать мне об этом районе подробнее. Мы договорились встретиться с ней в центре Детелинары. Радмила, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, про район Детелинара и его историю. Мы сейчас находимся на центральной площадке в районе Новая Детелинара. Она по-сербски называется Тргич. Сам район Детелинара, он делится на две части, на старую и на новую.
Название района достаточно интересно. Оно происходит от сербского слова детелина, что означает клевер, так как этот простор был засажен клевером. Старая Детелинара была построена после Второй мировой войны. Это достаточно старый район, а во время 90-х это был криминальный район, откуда и получил название Новосадское гетто. А как сейчас с криминалом? Но сейчас нормально, все спокойно. Кстати, на районе я вижу много граффити, в том числе и клевер. Кто их оставляет и что они означают? Да, это граффити, которые есть по всему району. Это обычно граффити наших болельщиков, так как здесь, в этом районе, находится стадион Новосадского клуба Ной Сад. И они создали свою группу болельщиков Коррида. А вот знак Детелинары. А также, если ты увидел граффити клевер с добавкой двух букв «Ра», это такое символическое представление нашего района. То есть это и есть Детелинара. То есть Детелина это клевер, а Ра это приставка. Да, именно. Кстати, у детелинарцев есть свое особенное рукопожатие. Давай я тебе покажу. Давай, будет интересно. Ну, да, вот так нужно сделать мизинцем. И вот так. Есть популярное название детелинари, это детош. Это такое более короткое название. А что ты можешь сказать про новую Детелинару? Ну, новая детелинара, она построена в начале 2000-х, и она более оживленная. Здесь был раньше частный сектор, но это все сняли. Все снесли, Да. Какие плюсы и минусы района, на твой взгляд? Ну, как я уже сказала, это более оживленный район, это такой плюс, он более привлекательный для молодых людей. Здесь множество кафе, ресторанов, обменных пунктов, аптек, и все доступно. А из минусов я бы сказала, что это нехватка парковки, нехватка зелени и школ. Радмила, рад был нашей встрече и спасибо тебе. Была рада помочь. До видения. Старая часть района менее популярна. Тут более низкие цены, часто потребуется ремонт в квартирах. Стоимость квадратного метра жилья составляет в среднем 1500 евро за квадратный метр. Новая часть более популярна, особенно среди молодежи. Тут более высокие цены, от 1900 до 3000 евро за квадратный метр. Есть и другие районы города, такие как Подбара, Салайка, Саймиште, Грбавица, которые я не рассматривал. Если соберем под этим видео 1000 лайков, то я и сниму и про них.
Пишите свои комментарии, вопросы, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!